Порой самые легкие вопросы возникают у людей более опытных. Сейчас я хочу рассказать, как правильно обмотать молоток резиной. Берется резина велосипедная. Я лично ее беру, режу повдоль на три части, и с помощью каждой части можно обмотать молоток. Сейчас покажу, как это сделать. Вот у меня уже есть обрезанная треть камеры. Вот она обрезанная, помытая. Вот. Если вы вдруг решили свои молотки обклеить накладками, которые я до этого рассказывал, то сначала перед нанесением сверху этих накладок резиной стоит сначала обмотать хоккейной лентой. Хоккейной лентой обматывается очень просто. Берется хоккейная лента любого цвета, обматывается вот таким образом, чтобы резина не скользила по вот такой вот бархатной штучке, она довольно-таки скользкая. Ну, до этого вам рассказывал, можете посмотреть. Вот так вот получается. Получился у нас вот такой молоток, полностью обмотанный резиной. По нему уже резина у нас скользить не будет. Сейчас покажу, как это начинать обматывать. Берем, мотаем мы с самой нижней ручки наверх. Это последовательность, она обязательно, потому что рука у нас съезжает вниз, и чтобы не цеплялись за края резины, и они не сползали, мотается снизу вверх. То есть я сначала лейкопластырем зафиксировал, прижал ее, приклеил, и потом сверху ее обжимаю, и она этим самым фиксирует предыдущий слой. И так вот слоем за слоем мы наматываем. Это процесс у некоторых людей может занимать долгое время, и у меня это может занять долгое время. Но я постараюсь это сделать быстро. Может, не всем получится быстро. Постараюсь. Так вот это делается. Вот так вот тут еще. Да, как мешается. Как аккуратней. Обматываем резину. То сейчас будет скоро такой более ответственный момент. Перемотка верхней гарды у молотка. Ее надо сделать очень аккуратно. У каждого человека свой способ это делать. Вот. Но это так, в принципе, не сильно важно, как вы это сделаете, каким способом. С навыком приходит тот способ, который вам больше нравится. Так вот будем обматывать. Вот так вот получилось тут красивенько. Вот сейчас будет видно, что почему нужно обматывать снизу вверх. Я вам это покажу. Вот получаются такие нахлесты, как у чешуи, не чешуи, а чешуи рыбы. Вот, друг на дружку, и рука, когда будет скользить по молотку сверху вниз, она будет по ним хорошо сползать. Если бы она по-другому была бы, то получались вот такие штучки. И резина просто либо порвалась бы, либо просто скатилась, и молоток бы в руках мог не удержаться.
И вам пришлось бы очень часто заниматься перематыванием резины снова и снова. Подходит к концу. Некоторые мотают до середины. Я вот мотаю примерно, ну, почти до самого верха, так скажу. Потому что беру в зубы молоток, ну, чуть ли не до самого края. Вот это лишнее можно обрезать. Ножницы под рукой нет у меня. Ну, ничего страшного. Мы обрежем очень скоро. Мы сейчас зафиксируем сначала. Потом обрежем. Вот так вот зафиксируем. Эту штучку можно обрезать потом. Получилась обмотка. Чтобы эту резину не прокусывать и она дольше сохранила свои функции, мы обмотаем хоккейной лентой те места, где у нас будет резина кусаться зубами. Можно это сделать, мерку поставить таким образом. Руку взять и вот, начиная чуть выше кисти, остановиться в перемотке. Таким вот образом получился такой молоточек, уже пригоден к лазанию. Потом можно, конечно, вот эти места зашкурить шкуркой. Показывать я не буду. Просто берете шкуркой, стираете скользкую заводскую часть резины, чтобы она была шершавая. И молоток уже не будет в руках скользить. Он будет хорошо держаться. Получается верхнюю часть шкурочка и нижнюю часть шкурочка. И все, можно лазать. Вперед!